Здравствуйте всем! Сегодня мое видео в необычном формате. Оно вечернее. И на это есть вполне себе объяснимая причина. В Фарном костеле в городе Гродно, помимо различных удивительных и очень впечатляющих раритетов, есть один из них, который вызывает постоянный интерес. И там никогда не бывает так, чтобы рядом никого нет. А хотелось бы вам показать и рассказать об этом, чтобы все-таки не мешать верующим и туристам. Поэтому я иду туда поздним вечером, когда костел закрыт, чтобы снять со всех возможных ракурсов и показать вам все очень подробно. Заинтриговала? Ну тогда присоединяйтесь. Немного истории. Кафедральный собор святого Франциска Ксаверия неофициально назывался также Фарный костел. Это католический собор в городе Гродно. Готовый костел осветили в 1705 году. Церемонию провел епископ Теодор Потоцкий, и на ней присутствовали два короля – Петр I и Август Сильный. А до этого, в XVII веке, здесь стоял деревянный храм, который в 1664 году была принесена чудотворная икона Матери Божией Снежной, которая теперь находится в костеле Франциска Ксаверия. И этот факт очень важен для той истории, которую я вам расскажу. Как видите и слышите, старинные часы отбивают время, сейчас 9 вечера, и в это время, когда все закрыто, я никому не помешаю и покажу вам очень удивительный 300-летний памятник культуры. Многие знают, что в костеле есть уникальные реликвии, такие как деревянный алтарь XVIII века, памятник Антонию Тедингаузу, самый большой исторический орган в стране, конечно же, самые старые действующие часы в Европе, которые находятся в Гродно, а также чудотворная икона Божьей Матери Снежной или Конгрегатской, ее еще называют студентской. Само здание костела в вечернее время подсвечено огнями, и создается атмосфера чего-то нереального, таинственного и волшебного. И, как оказалось, храм, которому больше 300 лет, когда остаешься в нем почти в одиночестве, имеет свою необъяснимую сильную энергетику. Все совсем не так, когда днем заходишь сюда как турист или как верующий. Поэтому я хочу показать вам это, и надеюсь, вы почувствуете эту ауру так же, как и я. Вход в храм закрывает решетка, которая была изготовлена в 1744 году. Она имеет очень необычный механизм открытия. Обе створки ворот состоят из двух половин, складывающихся наподобие ширмы. И когда придворный архитектор Станислава Августа Понятовского в 1780 году Джузеппе де Сакко увидел эту систему, он повторил ее во время реконструкции нового замка. То, о чем я хочу вам рассказать и показать, находится рядом с чудотворной иконой в правой части храма. И думаю, многие даже не знают, о таком уникальном историческом ценном памятнике культуры идет речь. Это 300-летняя лава-скамья XVIII века, которая расположена здесь же, и на ней нанесено, предположительно, в начале XVIII века 16 рисунков изображений магнатов и шляхты Великого княжества Литовского, и все они посвящены именно иконе, находящейся рядом. Но обо всем по порядку. Почти все алтари в костеле выполнены из дерева, и только небольшой алтарь, расположенный справа от главного алтаря Фарного костела, каменный. Он повторяет собой архитектуру римской базилики Санта-Мария-Маджоре. Именно в ней находится оригинал иконы Матери Божией Конгрегатской, и Гродненская икона является копией иконы Матери Божией Снежной из римской базилики и одной из самых древних в христианском мире. Она написана масляными красками на небольшой медной пластине и выглядит без золотой рамы облачения вот так. Одна из сцен, нарисованных на скамье, объясняет, почему икона находится в золотом облачении. Это я тоже позже покажу и расскажу. Долгое время оставалось тайной, кто и когда создал скамьи и почему украсил их рисунками шляхтичей. Историк-исследователь иезуитов Владимир Левчук считает, что, скорее всего, в 1718 году скамьи построил и разрисовал один из братьев иезуитов, Михаил Бересневич, который прожил очень долгую жизнь и видел изображенные события своими глазами. Рисунки на лавах – это просьбы и благодарности к иконе Матери Божией Снежной. Одно из первых изображений рассказывает, как шляхтич Войцех
Желеровский в 1664 году подарил икону студентам иезуитского коллегиума. Рисунок запечатлел торжественную процессию внесения иконы 3 августа 1664 года. Если постараться, то можно разглядеть карету, запряженную шестеркой лошадей, в которой и везли образ. Вокруг магнаты и духовенства. Ну как же, спросите вы, ведь храм построен и освящен в 1705-м. Вот здесь и ответ на информацию о деревянном храме Петра и Павла, который стоял на этом месте в XVII веке. Икона была внесена именно в него, а позже уже перенесена в Фарный костел. И что любопытно, костел, изображенный на рисунке, имеет другой вид башен. Дело в том, что так храм выглядел до 1754 года, а после был перестроен. И это подтверждает теорию, что рисунки были нанесены в начале XVIII века, но до 1754 года. И обратите внимание, что часы на башне храма уже были. А на следующем рисунке мы видим изображение Казимира Сапеги, который подарил золото для иконы Матери Божией Конгрегатской. Дело в том, что, согласно легенде, однажды с иконы, которая уже тогда славилась своими чудесами, вор похитил серебряное украшение. Этой же ночью Казимиру Сапеге во сне явилась святая в лохмотьях. Проснувшись и узнав о случившемся преступлении, он был настолько потрясен, что решил пожертвовать к святыне новый золотой оклад. Строительство лавок связывают также с подготовкой города к сейму, который должен был состояться в 1718 году. Иезуиты тогда стремились перенять первенство бернардинцев в проведении торжественных служб для знати. И поскольку новопостроенный храм стоял почти пустой, нужны были хотя бы минимальные украшения. И так появилась лава, расписанная изображениями. Скамья лава – это специальная мебель, приспособленная для групповой молитвы, и какие бы сцены не были изображены на рисунках, на всех неизменно присутствует изображение иконы. Икона намного старше самого Фарного костела, и в период между 1644 и 1650 годами ее привезли из Рима доминиканцы, а затем подарили канцлеру Великого княжества Литовского Альберту Станиславу Радзивиллу. После смерти канцлера икона перешла священнику из ордена доминиканцев, который чуть позже передал ее шляхтичу Войцеху Желяровскому из деревни Кульбаки, что под Гродно. В его дом образ стал предметом почитания, и сюда приходили молиться жители из окрестных деревень. И пан Желяровский завещал икону Гродненскому ордену иезуитов. Стоит отметить, что необычные события с иконой стали происходить уже в те далекие времена, и летом 1664 года специальная комиссия под присягой зафиксировала 180 фактов чудесных событий, которые произошли с жителями Гродно и околицы после молитв рядом с образом, а спустя 20 лет ее официально признали чудотворной. На широкой раме вокруг иконы можно увидеть различные серебряные и золотые украшения, маленькие сердечки, вылитые формы рук и ног, цепочки, крестики, кольца, и с каждым годом их становилось все больше и больше. Это так называемые воты, пожертвования прихожан в благодарность за полученные от Божьей Матери дары. К иконе приходили и приносили подношения как 300 лет назад, так и в наше время. А на этом рисунке изображена как раз сцена пожертвования храму Кшистофом Завишей огромного серебряного сердца. Завиши – древний магнатский род, и Кшистоф был прекрасным дипломатом, участвовал во всех переговорах от Речи Посполитой и несколько раз встречался с Петром I. Он был родственником Сапегов по линии матери и очень хотел стать маршалком сейма, который проводился в Гродно. И рисунок показывает, как староста Минский тяжело заболел, но, помолившись перед иконой, чудом выздоровел и преподнес дар серебряное сердце иконе. И надпись под рисунком гласит: Кшиштоф Завише, староста Минский, позвавший на помощь Матерь Божию студенческую, избавился от тяжелой болезни. И это сердце и сейчас можно увидеть в храме на одном из алтарей. Давайте я покажу, где. Вот обратите внимание на алтарь слева от главного алтаря. Вот это самое сердце, вот оно здесь висит. Дело в том, что икона уже вся завешена и украшенная вотами, поэтому их размещают на других алтарях. Но все, что изображено на рисунках, происходило на самом деле, и это одно из подтверждений тому. Люди обращались за помощью к иконе и выздоравливали. В основном исцеление от разных недугов происходило. Причем на лаве изображены только самые знатные особы. Минский староста Кшистоф Завиша, Виленский каштелян Ян Котович,
коронный маршалок Любомирский, и, наверное, самым удивительным из чудес стало воскрешение умершего сына гродненского скарбника Яна Тыминского. Он воскрес прямо в храме. Кто-то молил о чудесном исцелении, кто-то о спасении, о рождении детей, избавлении от проблем, и все эти сцены запечатлены на рисунках на скамье. Под каждым есть надпись на польском, правда, тогда говорили и писали немного по-другому, но все читаемо и понятно. 16 рисунков XVII века, сохранившихся в прекрасном состоянии до наших дней. И трогая это дерево и рассматривая эти изображения, просто не верится, что всему этому больше 300 лет. Просто невероятно. И если об уникальном деревянном алтаре, иконе или старинных часах есть много сведений в интернете, снято много видео, можете ввести в поисковую строку и почитать много интересных фактов, то о лавке-скамье подробных видео и описаний очень мало, поэтому мне и хотелось снять именно это видео для вас. Как я уже говорила в начале своего видео, энергетика в старинном храме особо чувствуется, когда здесь никого нет. И я надеюсь, что вы почувствуете это так же, как и я. Из интересных фактов о лавке можно рассказать следующее, что, скорее всего, в 1718 году скамью построил и разрисовал один из братьев-иезуитов Михаил Бересневич, который прожил очень долгую жизнь и видел изображенные события своими глазами. По сути, он был тогдашним прорабом, как сказали бы сегодня, и обычно монахов перебрасывали с места на место раз в 2-3 года. Но Михаил Бересневич занимался строительством и прожил в монастыре 30 лет. Он мог видеть многие события, изображенные на лаве, и внесение иконы в храм, так как на тот момент ему было 9 лет. Мог получать деньги от Казимира Сапеги и мог быть свидетелем присутствия московских войск и сейма, так как умер в 1719 году. И, как считает историк, перед смертью он хотел оставить память о себе, поэтому сделал скамью, которая до сегодняшнего дня хранится в храме, и расписал ее вот такими рисунками. Вот такое видео у меня получилось для вас. Надеюсь, я смогла снять и рассказать о скамье интересно, и вам самим захотелось ее увидеть своими глазами. Тем более, сколько я не снимала в костелах города Гродно и не только, могу сказать одно: там посетителям и туристам всегда рады, и никто не будет смотреть на вас косо, если вы подойдете посмотреть интересующую вас святыню. Ведь если человеку интересно и любопытно, это замечательно. Ведь храм – это часть многовековой истории, принадлежащей всем нам. А за воротами древнего храма все такая же городская суета и огни города, и, выйдя из костела, прикоснувшись к вековым древностям, попадаешь как будто в будущее. Вот такое видео. Если мое видео вам понравилось, прямо сейчас попрошу поставить лайк для продвижения этого видео и напишите в комментарии, знали ли вы о такой скамье в Фарном костеле или слышите об этом впервые. А может быть, кто-то видел ее и раньше и сам может рассказать какую-нибудь интересную историю, связанную с ней. А прогуляться по вечернему городу тоже, кстати, отдельное удовольствие, и в свете фонарей и уличных огней все смотрится немного по-другому, мистически и загадочно. И в каждом темном переулке нас может ждать что-то новое и необычное. Я люблю гулять по городу поздно вечером, и, к слову, для туристов из других стран скажу, что у нас можно гулять по городу даже ночью. Это абсолютно безопасно. Я давно не слышала, чтобы у нас что-то произошло на улице. Город абсолютно безопасный и удобный для путешествий. Подсветка зданий создает городу свой неповторимый шарм. И у меня есть видео на канале, которое так и называется «Ночной Гродно». Там можно увидеть, как в городе подсвечены здания в ночное время и где самые красивые ночные виды иллюминаций. Вот такое видео у меня получилось. Ну а я, как всегда, сворачиваю в темный переулок и всех обнимаю. Всем пока!